Если у вас офлайн бизнес и вы хотите перейти в онлайн, или если вы хотите вести экспертный блог или стать блогером в Instagram и хотите разобраться, как оформить Instagram, как использовать его функции, то это видео для вас. Меня зовут Галина Горбань, я с 2017 года в Instagram, я маркетолог, занимаюсь продвижением в социальных сетях, а также настройкой таргетированной рекламы. У меня есть курс «Рост и продажи через таргет», который помогает даже новичкам с нуля разобраться, как не просто оформить Instagram и выкладывать в него сторис, посты и рилс, но и как продавать и зарабатывать на своем любимом деле. Вот так визуально выглядит мой блог Instagram, и на его примере давайте разберем основные такие параметры, на которые стоит обратить внимание. Здесь мы видим в кружке мою фотографию, называется аватарка. Справа, где указаны публикации, количество тысяч подписчиков, есть подпись «Школа таргетинга», «Курсы по настройке рекламы», «Консультации». Это имя. В разделе «Имя» мы пишем не свое имя, а сферу деятельности. Почему? Потому что именно имя участвует в строке поиска, и люди по имени могут найти вас, ваш магазин или, может быть, ваши услуги. Поэтому лучше писать не свое имя, а лучше писать именно сферу деятельности. После этого вы видите раздел, где есть такое описание, где я уже указала свое имя, а также такой важный момент отметила, потому что можно проходить очень много курсов по созданию контента, но на самом деле, когда у вас нету аудитории в Instagram, вам некому продавать. Поэтому кроме того, что уметь писать посты, делать рилсы, делать сторис, очень важно привлекать людей в свой блог. Это делается в основном с помощью платной рекламы, потому что бесплатный трафик, он неуправляемый. То, что рилс когда-то залетит и принесет сколько-то подписчиков, чуда не бывает. Чаще всего рилс приносят подписчиков, но их достаточно мало для того, чтобы этим людям продавать. Плюс вы не можете выбирать, кому и рилс будет показываться, и это тоже огромнейший минус. В настройке рекламы вы умеете все-таки выбирать конкретную аудиторию, которая будет смотреть ваш контент и потом будет подписываться на ваш блог. То есть этот раздел называется «Шапка профиля». Также здесь можно прикрепить 5 ссылок, можно добавить канал, если у вас есть такая функция. И вот здесь еще можно добавить Threads, дополнительная социальная сеть от Instagram. Для того, чтобы все это заполнить, нужно нажать «Редактировать профиль», и вот здесь вы видите, что я могу изменить фотографию или аватарку, я могу написать имя, будьте внимательны, имя можно менять не каждый день, поэтому хорошо подумайте, что сюда написать, а потом только пишите, иначе придется ждать пару недель. Имя пользователя, постарайтесь, чтобы оно было достаточно таким простым, чтобы легко было запомнить. И можете написать о себе, то есть тезисно, какие-то основные преимущества своего магазина или себя как эксперта. Нажмете ссылки, здесь можно добавить несколько ссылок и их подписать. Здесь у меня есть ссылка предзапись на обучение ко мне на курс, можно добавиться для того, чтобы узнать стоимость, узнать программу, ближайшую дату старта и вообще подойдет ли вам такой формат обучения, если вы, например, только начинаете что-то делать в Instagram. Также ко мне можно записаться на консультацию, почитать отзывы от моих учеников, можно приобрести у меня инструкцию по настройке рекламы, которая называется «Бери и делать», которая показывает, как настраивать рекламу через рекламный кабинет Facebook, и можно, конечно же, перейти на мой канал YouTube, чтобы смотреть еще больше полезных видео. Здесь смотрите еще что есть, здесь вы указываете категорию, где вы работаете, здесь можно сделать связку с бизнес-страницей Facebook, указываете также, как можно с вами связаться. Все эти инструменты есть у меня, потому что у меня настроен аккаунт автора или бизнес-аккаунт. Как его сделать, если вдруг у вас личный аккаунт, если вы только создали страничку и у вас, например, нету вот такой вот кнопочки «Продвигать», то, скорее всего, что у вас личный аккаунт. Я об этом записала отдельное видео на YouTube, можете посмотреть, как создать бизнес-аккаунт. Теперь давайте с вами разберем, как создать сторис. Справа вверху вы видите плюсик. Он есть и по центру. Если вы нажмете плюс по центру, здесь нужно выбрать не публикацию, а историю. Или вы можете нажать на плюсик вверху и выбрать здесь история и, соответственно, загрузить что-то из вашей галереи. Например, я просто загружу какой-то фон для того, чтобы вам продемонстрировать, какие здесь еще есть инструменты. Здесь есть текст. То есть можно выбрать, какой формат текста я хочу написать. Например, «Доброе утро». Доброе утро. И здесь я, смотрите, меняю текст и меняется шрифт.
То есть можете пролистать, какой шрифт вам нравится. Где в квадрате буква А, если на нее нажимать, то здесь можно отрегулировать без фона, с фоном одним или с фоном другим. Цвет фона можно поменять, как и цвет шрифта. Здесь вот есть разные варианты. Если опять нажму поменять, то вот вы видите, как оно меняется в пределах одного шрифта. Также вы можете попробовать и другие функции, то есть когда такой интерактивный будет текст, то есть вот может текст вот в таком формате выскакивать, и тогда у вас будет не просто фото-сторис, а уже будет что-то похожее на видео. То есть вот вы располагаете текст в вашей сторис. Что здесь есть еще? Здесь можно, например, выбрать гифки. Например, я хочу, выберу я кофе. То есть я вот располагаю кофе, и вот у меня уже не просто какая-то сторис на фоне, а уже у меня что-то есть. Соответственно, вы можете грузить фотографию и потом тоже грузить текст. Что есть еще здесь, кроме GIF? Здесь есть фотографии. Например, я хочу загрузить вот такую вот фотографию. Вот. Я могу поменять ее, если просто я нажимаю, то я могу, соответственно, поменять ее формат. То есть вот я нажимаю, например, «Готово», я могу двигать эту фотографию. Что здесь есть еще? Нажимаю «Отмену», я могу указать свое местоположение, если я этого хочу. Я могу отметить другой какой-то аккаунт другого человека, и он получит уведомление. Что еще есть у нас? Есть рамки, это интересная функция. То есть вот, например, я располагаю вот так вот рамку, и когда я публикую сторис, то вот этой фотографии, текста, реклама не дает результат, не будет видно. Для того, чтобы человек увидел, ему нужно потрусить телефон, оно проявится. То есть такая интересная функция. Если я хочу что-то удалить, я просто тяну пальцем вниз и просто смахиваю. Что у нас еще есть? У нас есть функция ответы и вопросы. Задайте мне вопрос, здесь я могу написать, например, конкретно. Пишите вопросы о рекламе, например. То есть здесь я, например, хочу убрать, убираю это «Доброе утро», оставляю просто здесь вот этот стикер. Когда я опубликую, у людей, которые будут смотреть сторис, будет эта форма, они смогут писать мне вопросы, я его буду видеть. Что еще здесь есть? Здесь есть возможность обратного отсчета, например, вот я буду проводить прямой эфир, и у меня есть обратный отсчет. То есть можно создать такой обратный отсчет, чтобы люди видели, через сколько начнется, например, эфир, или вы начинаете какую-то распродажу. Можно добавлять музыку в сторис из сохраненной музыки или из предложенной Instagram. То есть, как видите, здесь много таких разных функций. Здесь можно выбирать даже фильтры, если вы, например, сняли себя и хотите, чтобы там приукрасить свое лицо или, допустим, добавить какой-то эффект, то вот получается, что это все возможно сделать с помощью таких функций Instagram. Здесь что есть? Есть мои истории, то есть когда я публикую для всех своих подписчиков или для тех, кого я добавила в близкие друзья. То есть в близких друзьях у вас автоматически никого нету, поэтому нет смысла публиковать только близкие друзья, потому что никто эту сторис не увидит. Если вы вдруг хотите сделать заготовку себе и сохранить эту сторис, то вы нажимаете на 3 точечки, видите, здесь есть «Сохранить». Нажимаете «Сохранить», и эта сторис у вас загружается в галерею. После этого я смогу, например, ее добавить в какое-то другое время и ее опубликовать. Это удобно делать, если вы хотите сделать какие-то заготовки, но учитывайте, что формы и опросы, они не будут работать. Здесь по этой функции тоже хорошая есть функция, это опросы, где можно задать какой-то вопрос людям и предложить им варианты ответа. То есть, если вы не задали никакой вопрос, это выглядит так, а если я, например, спрошу, у вас есть вопрос? Есть вопрос по рекламе. У вас есть вопрос по рекламе? То есть вот такая, получается, есть форма, и, соответственно, люди будут потом голосовать, есть или нет, и я буду видеть, кто проголосовал по этой рекламе. То есть, как видите, инструмент Stories, он не такой сложный, но вот, например, я возьму и опубликую ваша история. Все, теперь моя история публикуется, вот видите, здесь есть загрузка. Так, и вот мы здесь, сейчас, когда оно загрузится, уже оно будет видно, кто просмотрел эту мою сторис.
Поэтому учитывайте, если вы нажимаете «Опубликовать», это означает, что вашу сторис увидят все. Поэтому хорошо подумайте, то ли вы хотели опубликовать, или у вас что-то получилось не так. То есть все, видите, готово. Готова сторис, и, соответственно, другие люди, нажимая на мою аватарку, они смогут посмотреть эту сторис. Сейчас давайте разберемся, как опубликовать пост. Точно так же вы нажимаете на плюсик и, например, выбираете «Публикация». Здесь вот обратите внимание, что вам нужно выбрать фото, ну, например, но фото сейчас в Инстаграме не квадратное, а фото размера 4:5. То есть, если вы опубликуете квадрат, то потом при публикации оно срежется, поэтому учитывайте, что формат, даже он 4:5 предпросмотре, но еще лучше делать 3:4 и текст еще писать по центру. Тогда наверняка у вас ничего не обрежется и будет все красиво. Например, вот я выбрала фотографию, я нажимаю «Далее». После этого мне здесь тоже предлагаются разные инструменты, я обычно ими не пользуюсь, потому что я отдельно готовлю фотографию для публикации, то есть отдельно готовлю какую-то картинку. Но если вы обратите внимание, то здесь также есть текст, то есть вы можете опубликовать просто пустую фотографию, пустой фон и сделать на нем какую-то подпись. Нажимаете «Далее», здесь вы пишете свой пост, то есть к чему вы вообще опубликовали эту фотографию, и здесь пишите какой-то текст. То есть написали здесь текст, и тогда люди будут видеть вашу фотографию, и будут они видеть какой-то короткий текст. Здесь что можно сделать? Можно добавить место, добавить музыку. Аудитория здесь остается все. Второй вариант – это просто вы можете делать публикации для близких друзей, то есть те, кто видят только закрытые публикации, не все люди. То есть можете нажать «Еще», посмотреть, что здесь еще можно. Можно добавить ссылочку на канал, если он у вас есть, если у вас эта функция от Инстаграма есть. Можно сразу запустить рекламу. Можно запланировать публикацию, если вы не хотите прямо сейчас ее публиковать. Можно выключить, чтобы люди не комментировали, скрыть отметки «Нравится» или скрыть число тех, кто поделился этой публикацией. То есть вот такие вот функции. Так, давайте я покажу. Нажимаю «Далее», пишу подробнее. Рассказала, например, в сторис. Сделаю так, легкий текст, образный, да, можно здесь добавить вопрос, то есть это такие дополнительные функции, просто хочу, чтобы вы видели, как оно выглядит. Нажимаю «Поделиться», и после этого вот перехожу в свой аккаунт, обновляю, и вот видите, получается, что реклама не дает результата, вот мой пост, и вот виден текст, который я опубликовала. Если я хочу удалить этот пост, то я могу выбрать вот так вот, например, «Удалить», либо могу заархивировать, то есть я пишу «Удалить везде» и удаляю этот пост, его не будет в моей ленте. Давайте теперь посмотрим, как же сделать Reels, о которых все рассказывают. Для этого вы тоже нажимаете на этот плюсик, выбираете видео Reels, и здесь вы можете либо выбрать несколько фотографий, которые превратятся в видео, либо вы можете, например, уже выбрать готовое видео. Например, вот я выберу здесь несколько своих видео, нажимаю «Далее». И здесь уже, соответственно, Инстаграм соединил мне это видео и предлагает там дорожку какую-то. Ну, я хочу, например, пропустить. Или могу оставить, например, эту музыку, которую они мне предлагают. Нажимаю «Далее». Здесь снова я могу написать текст, например, «Маркетинг». Нажимаю «Так», располагаю текст, все, мне подходит, нажимаю «Готово». То есть вот, видите, музыка добавилась, текст добавился на протяжении всего видео, и после этого нажимаю «Далее». Здесь снова вы можете написать какой-то короткий текст и нажимаете «Поделиться». Например, что такое маркетинг? Это там и продолжаю. То есть здесь может быть текст там около 2000 символов, то есть достаточно большой текст вы можете сюда вписать. И нажимаю «Поделиться». Здесь, обратите внимание, есть новая функция «Пробный режим», когда видео не будет показываться вашим подписчикам, будет показываться другим, но тоже, если он есть у вас, хорошо, если нет, то скоро появится. Нажимаю «Поделиться», и что я вижу, когда я поделилась этим видео? Это видео публикуется у меня тоже в мою основную ленту, но если я нажму здесь, то здесь у меня будут только мои видео Reels. То есть вот здесь лента специально для видео Reels. И точно так же, если я не хочу, чтобы это видео смотрели, то есть я хочу его удалить, я нажимаю здесь «Удалить». Удалить из обоих сервисов, то есть
переместить перед удалением в черновики не нужно перемещать. То есть вот я хочу его удалить, я не хочу, чтобы это видео было в моей ленте. То есть вот так вот я опубликовала и удалила. То есть если вы хотите что-то удалить, то вы можете это сделать. Если говорить про сторис, то сторис тоже здесь вот посмотрим. Вот, видите, мне написали вопрос, я его вижу. То есть если я хочу удалить сторис, то я могу просто тоже нажать «Удалить историю», и, соответственно, история удалится, и ее никто больше не будет видеть. Поэтому можете опубликовать, как я, и удалить сразу, если вдруг вы не хотите, чтобы другие посмотрели. Последнее, что я хочу с вами обсудить, это где найти директ, как общаться с людьми и как не пропускать сообщения от ваших потенциальных клиентов. Для этого вам нужно нажать на домик. И здесь вы увидите значок, и, соответственно, здесь вы уже увидите переписку в директ. То есть вы можете писать людям, они могут вам писать, то вы сможете им отвечать. Если вернуться назад, на что стоит еще обратить внимание, это вы можете нажимать, например, на сердечко, и здесь вы будете видеть, кто на вас подписался, откуда подписался, кто отметил вас в публикациях, прокомментировал вашу публикацию. То есть такая тоже интересная функция. Ну а дальше просто нажимаете, пользуйтесь Инстаграмом, как им пользуются другие, ничего тут страшного нету. После того, как вы проклацаете разные функции, разные кнопочки, вы уже будете себя чувствовать уверенно и сможете понимать, что у кого, кто как ведет свой Инстаграм и как вести его можете вы. Ну а в целом хочу вам сказать, что самое важное в продажах в Инстаграм, в социальных сетях, это не только контент, который вы создаете, поэтому можно попасть в ловушку Reels каждый день, Stories каждый день, все вы это делаете, генерите контент, нанимаете фотографа, делаете фотосессии, но очень многое зависит именно от трафика, то есть есть ли у вас в блоге аудитория, которой вы будете продавать. Если аудитории нету, то, соответственно, вы будете создавать этот контент в пустоту. Если смотрят вас только друзья, знакомые, либо у вас очень мало людей в вашем блоге, то, соответственно, все, что вы будете создавать, то его просто никто не будет смотреть. А вариант из серии «Я создам Reels, и у меня сразу будет с нуля 10 тысяч подписчиков», но это больше такой сказочный вариант, потому что таких чудес не бывает. Если у кого-то такое произошло, это было случайно, и это был очень какой-то мега классный Reels, который люди сохраняли и хотели подписываться на этого эксперта, но чаще всего с Reels подписываются люди, но это буквально там несколько человек, это не те цифры стандартно, о которых часто говорят. Для того, чтобы люди подписывались, то эти же Reels чаще всего запускают в рекламу, и тогда идет рост блога. Поэтому все продажи, все, что происходит в Инстаграм, когда говорят о бизнесе, это все благодаря рекламе. Реклама бывает двух видов. Это таргетированная реклама, официальная реклама в Инстаграм, которой я обучаю, как правильно настраивать, чтобы видеть результаты за меньший бюджет. И есть еще реклама у блогеров, то есть когда у человека много подписчиков, и вы с ним договорились, что он за деньги прорекламирует ваш блог, и, соответственно, на вас могут подписаться люди, могут не подписаться. Минус рекламы у блогеров в том, что вы платите большие деньги, но никогда не знаете, какой будет результат. Таргетированная реклама, она помогает прогнозировать результат. То есть, например, у вас есть $50 или есть $5, вы можете запустить на эту сумму рекламу и можете посмотреть и узнать, какая стоимость у вас подписчика, какая стоимость у вас переписки в директ, какая стоимость продажи. То есть таргетированная реклама позволяет делать какой-то анализ и на будущее прогнозировать, что нужно вам делать. На моем курсе «Рост и продажи через таргет» учились даже те, кто начал вести свой блог с нуля, то есть решили завести какое-то дело и продавать, потому что для того, чтобы настраивать рекламу, вам не нужно создавать какой-то идеальный супер Инстаграм, где там куча у вас всего, достаточно опубликовать 6 или 9 постов и правильно оформить блог. А иногда достаточно опубликовать даже один пост, это будет зависеть от рекламной стратегии, которую вы выберете для того, чтобы привлекать свою аудиторию. Этому я тоже обучаю на курсе, говорю, что это такой за пост должен быть, который может привести вам новых подписчиков с помощью рекламы. Поэтому если вы хотите не просто создавать контент в Инстаграме, не просто делать Reels, выкладывать сторис, продумывать воронки, прогревы и всякое такое, то оставляйте заявку на мой курс «Рост и продажи
через таргет. Я расскажу вам подробнее, также расскажу о бонусах, которые можно получить, и вообще скажу, подойдет ли вам формат такое обучение, если вы только начинаете в Instagram. Поэтому я индивидуально рассматриваю заявку каждого, мы с каждым связываемся, потому что я хочу, чтобы вы не просто учились на моем курсе, но и чтобы вы получили результат. А на моем курсе учились уже те, кто с нуля, а также учились те, у кого уже были подписчики, оформлен блог, и они, конечно же, росли в подписчиках, росли в количестве продаж, а те, кто начал с нуля, понял, как все вообще устроено в Инстаграме, на чем нужно делать упор, и как расти в Инстаграме для того, чтобы были продажи. Жду ваши лайки, отметки нравится, мне всегда приятно. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях.